Да, ребятки, ола, как говорится, приветствуем вас в прекрасной Испании. Барселона, выставка «Мобильный конгресс 2024». В разное время здесь показывали необычный смартфон Acer Iconia, новый Nokia 3310, топовые новинки от Sony Mobile, флешку на терабайт и даже смартфон Energizer. Эти парни сделали смартфон на 18 тысяч мАч. И вы часто ругаете нас, что у нас давно не было обзора смартфонов. Мы специально приехали на эту выставку. А до Барселоны, знаете ли, не просто сейчас добраться, и более того, билет сюда, самый простой, самый дешевый билет стоит 879 евро на одного человека, а нас двое, между прочим. Так вот, сегодня у нас тоже не будет обзора смартфона, а будет обзор автомобиля. И сейчас расскажем почему. Прогуляемся? Пойдем. Есть лайфхак, надо заходить не отсюда, а вот оттуда, там чуть быстрее. Обратите внимание на испанскую полицию, вот особенно вот сюда. С испанской полицией меньше всего хочется иметь какие-то дела. Сонные китайцы спотыкаются. Китайцы тянут эту выставку, тянут. А вот этот отель несколько лет назад, когда тут особенно была активна компания Microsoft, легенда гласит, что весь верхний этаж выкупался для Стивена Балмера, главы Microsoft. И этот отель невозможно забронировать в дни выставки. На много лет вперед он выкуплен именно на дни выставки. В любое другое время, пожалуйста. Так, идем. Ребятки, технология, смотрите, там показали пропуск. Вот там, лица уже высвечиваются людей, которые показывают пропуска. И он тут же автоматически на принтере печатается. Посмотрите, сколько стоек регистрации. Тут, наверное, стоек 30 точно. В красных жилетках это все сидят волонтеры. Так вот, все эти люди приехали сюда по делу. Это не как IFA в Берлине, когда вы можете там с ребенком прийти, погулять, посмотреть новые ноутбуки, смартфоны. Все вот эти люди — это люди по работе. Большинство из них, наверное, процентов 80 точно, купили пропуск. 879 евро самый дешевый пропуск и около, внимание, 5000 евро стоит VIP-пропуск, и таких пропусков тоже продается много. 5000 евро за пропуск. Ребятки, смотрите, настоящий джентльмен европейский поручил девушке нести штатив. Итак, начинается выставка. Собственно, с чего мы начали? Это выставка мобильных технологий. Тем не менее, на этой выставке всего 3 интересных, топовых, серийных смартфона. У нас, да, обзор про машину, можете немножко промотать, если вам эта тема не интересна. Но раз уж зашли на выставку, стенд Honor. Раньше мы, конечно, сюда приезжали только за этими новинками. Модель номер 1 называется Honor Magic 6 Pro. О ней мы уже рассказывали в нашем телеграм-канале. Топовая начинка, интересный дизайн, топовая камера. Но этот смартфон стоит 1300 евро. 1300 евро. Никаких новых, супер интересных фишек в этом смартфоне нет, поэтому не отдельный обзор. Смартфон номер 2 – это Galaxy S24 Ultra. К сожалению, стенд пока закрыт, откроется через… Должен был открыться минуту назад. Excuse me, when do you suppose to open the booth? I think that 8, I don't know, 9 maybe. At 9 o'clock? Yes, I think. Alright, gotcha, thank you. В общем, S24 Ultra мы тоже уже показывали в нашем… Да какой показывали? Мы разыграли уже один в нашем телеграм-канале. Кстати, рекомендуем подписаться. Прямо сейчас там проходит конкурс на новый iPhone. Ну, если он уже прошел, наверняка скоро запустится новый. Так вот, S24 Ultra тоже топовая начинка, топовый экран, титановый корпус, как у iPhone, плоские грани тоже, как у нового iPhone, и стилус. Все. Больше никаких новых принципиальных интересных фишек в этом смартфоне нет. Третий смартфон. Так. Будьте добры, сюда. А что, можно? Ты где? Знаешь, ты, чувак, 2 метра. Вот главная боязнь тех, кто переживает за то, что эти штуки запустятся повсеместно. Знаешь, ты, чувак, по 2 метра зашел сюда. Стрижка-минутка называется. Так тут это. Слушай, все работает уже. Заходи. Смотри, сайдстик даже стоит, но это все муляж. Тут тоже все. Но экраны настоящие. Зато есть пилот. В отличие от некоторых других концептов, где пилота нет, ты просто садишься сам и летишь, куда тебе программа показывает. Место для удара головой. Монументальная фиговина, посмотри. Да, еще маленький технический момент. Весь этот обзор, да, вы уже обратили внимание, он Full HD, он не 4К, как мы обычно пишем. По некоторым техническим причинам. У нас тут небольшой эксперимент, снимаем на новую камеру. Весь обзор Full HD. Надеемся, вы нам в этот раз это простите. И смартфон номер 3 – это, естественно, стенд компании Xiaomi. Poco. Что-то как-то мы про них забыли. А они выпускают новые модели. Poco X6 Pro.
Magic же называется. Нет? Honor также называется X6. Нет? Смартфон номер 3. Это... My brother. Very good. Very nice to see you. Майкл Джош, у него свой канал на YouTube. Crossing the road, chopping some veggies, or shooting some arrows are dangerous in real life, even more dangerous with Vision Pro on, so don't do it. Рекомендуем однозначно. I'll come back to you, like in 10 minutes. Итак, смартфон номер 3. Это Xiaomi 14 Ultra, представлен вот буквально недавно на европейском рынке. Мы тоже показывали его в нашем телеграм-канале. Кто подписан, узнал о нем один из первых. Но стоимость этого смартфона в Европе. Многие раньше писали, кто покупает смартфон Apple за 100 тысяч. Этот смартфон стоит в Европе 150 тысяч рублей. Все это вступление, все это огромное длинное вступление было о ситуации с мобильными устройствами на выставке «Мобильный конгресс». Да, новые смартфоны есть новые часы, но принципиально нового, ну, честно говоря, немного. Поэтому мы медленно и аккуратно поворачиваемся вот сюда. Мы, конечно, не канал про автомобили, но обзор первого автомобиля Xiaomi SU7. Обзор, поехали. Потрогать можно, наконец-то трогаем, в хорошем смысле этого слова, первый автомобиль Xiaomi. Сразу небольшой дисклеймер, это быстрый обзор. Ну, сами понимаете, машина стоит только вот так, тест-драйва нет, двери не открываются, хотя машина уже доступна для тест-драйва у китайских журналистов, но в Европе это первый экземпляр. Вот только до этого ночью приехала сюда эта машина, первая машина в Европе. Ну, а полный тест-драйв, мы надеемся, будет на канале Сергея Гилевича, совместный обзор, но поживем увидим, посмотрим. Как вы помните, много было разговоров о машинах от смартфонных брендов. Мы уже давным-давно ждем машину от компании Apple. Много слухов, много хитрендеров появляется, но тем не менее вот это первый автомобиль, не партнерский автомобиль, как у Huawei, да, у них там целых две машины уже в партнерстве сделаны, но именно с названием оригинальной компании. Погоди, нет, у Sony же есть машина, это, ребятки, сорян, да, Sony Afeela, но это все еще концепт, и в серийном производстве, говорят, будет где-то в 2025-2026 году. Поэтому, что касается серийной машины от смартфонной компании с оригинальным названием, то есть Xiaomi, это первая машина. Так, вернемся к машине. Машина называется SU7, и речь не о рейсе Аэрофлота Питер-Москва в 9:25, если не ошибаюсь. SU, китайцы в своем репертуаре, расшифровывается как Speed Ultra. Это официальная расшифровка названия SU. Машину представили всего-то 15 ноября 2023 года, буквально недавно, и тем не менее она уже прошла небольшой краш-тест, любительский краш-тест, а также испытание в городе Хэйхэ напротив Благовещенска в минус 36. Xiaomi говорят, что это будет лучший электромобиль для зимы, в том числе за счет подогрева батарей и скоростного отопления салона. Ну, как говорится, ребятки, еще посмотрим. Как гласит легенда, вот это интересно, над созданием этого электромобиля работали 3500 инженеров, а инвестиции в этот проект составили 10 миллиардов юаней, это 1,4 миллиарда долларов. А глава Xiaomi Лей Цзунь говорит, что референсом, то есть какого-то вот образца, примера к этой машине у них не было. Тем не менее, на презентации он сказал, что в плане ездовых качеств эта машина на таком же уровне или даже лучше, чем Porsche Taycan Turbo, а в плане электроники, как Tesla Model S. Кстати, нас снимают. Говорите по-русски? Немножко, да. А вы откуда? Я живу в Германии, но мои родители жили в России. Я могу немножко. Ну, хорошо говорите? Хорошо. Спасибо. А у вас какой смартфон? Xiaomi 13. Вам нравится? Да. А почему не iPhone? Ну, потому что я работаю, и я люблю... так между нами, ну, молодежь, а все-таки iPhone или вот Android смартфоны в Германии? У меня всегда уже была Android. Серьезно? Да. Круто, ладно, спасибо большое. Как вас зовут? Илона. Очень приятно. Хорошего дня. Ой, сколько крепкое немецкое женское рукопожатие. Обычно к девушке. Здорово. Фирменный стиль. Спасибо большое. Так вот, вернемся к машине. В качестве консультанта по дизайну этого автомобиля Xiaomi пригласили Криса Бендела, который в свое время нарисовал новую семерку BMW. Будет несколько версий. И что касается отличий во внешности между версиями, это только диски 19 или 20 дюймов, а также лидар на крыше или без лидара. То есть у базовой версии лидара не будет. Здесь, видимо, на топовой версии лидар на крыше есть. По доступным цветам пока ничего не говорят, но вот этот вот прекрасный цвет, в цвет флага Казахстана, да, смотрится очень даже достойно. А еще момент, вот сейчас машина к нам повернется, с той стороны посмотрим, в топовой версии будет
активное антикрыло. На фотках выглядит вот так. Посмотрим, есть у этой машины или нет. Форм-фактор автомобиля — это крупный седан. То есть первая машина Xiaomi, и это не SUV, более такая утилитарная модель, это крупный седан. По размерам она, как знакома многим, Hyundai Sonata. Длина машины около 5 метров. По технической части у нас будет два варианта. Это одномоторная с электродвигателем на задней оси, 300 лошадиных сил и 210 км в час. Также будет топовая версия, это двухмоторная, полный привод, 673 лошадиные силы, 265 км в час максимальная скорость. Батареи, тут дальше такой абзац, можете пропустить, кому не интересно. Но для тех, кому интересно, будет два типа батареи. В базовой версии простой недорогой аккумулятор, это литий железно-фосфатный аккумулятор фирмы BYD. Емкость 73,6 кВт-час, и его хватает на 668 километров, как говорят китайцы. А, вот, антикрыло есть. Вот активное, выезжает вот отсюда. Ну это Макс. То есть, если это топовая версия, здесь у нас стоит другой аккумулятор. Это литий-никель-марганец-кобальтовая батарея на 101 кВт-час от Cattle. Пробег обещают до 800 километров. Типа, обещают. Салон. Салон у нас уже видно. В принципе, уже китайские журналисты ее в ТикТоках и много где показывали. Передние сиденья охвачены так называемой дугой. Это обеспечивает максимальную доступность всех функций и создает ощущение расширенного пространства. Также у нас большой центральный планшет, один, не вот это вот во всю переднюю, так сказать, торпеду, куча мониторов. Тем не менее, еще два монитора есть сзади. А, кстати, здесь их, по-моему, тут их нет. То есть это, может, не топовая версия? На картинках точно были мониторы. И везде пишут, что должны быть мониторы на задних сиденьях. Но здесь их нет. И еще интересно, в Xiaomi говорят, что они очень уважают физические кнопки. И при желании, вот не знаю, правда или нет, но вот много где вы это встречали, эту фразу, при желании в одной из комплектаций можно будет добавить панель с 10 клавишами и шайбой под сенсорный экран. Если вот вам нравится крутить и нажимать, вам это добавят. Но надо смотреть, надо подождать. Технологии. Продвинутый автопилот Xiaomi Pilot и мультимедийная система на базе операционной системы Xiaomi. И уже появилась демонстрация, как это все работает, причем довольно впечатляющая. Там SQ7 ездит по подземной парковке и все делает сам. И это выглядит, надо сказать, интересно. Надо посмотреть, как на какой-нибудь нашего торгового центра, где вот так вот машины стоят, как он будет ездить. В этой машине в топовой конфигурации вот на крыше лидар, 11 камер высокого разрешения, 3 радара миллиметрового диапазона, 12 ультразвуковых сенсоров. И вся... Выставка официально открылась в 9 утра, хотя на сайте написано 8:30. Ребятки, пока можете подписаться на наш телеграм-канал, ссылочка внизу, там много всего интересного. Так вот, вся эта система датчиков, сенсоров, лидаров и камер использует собственные алгоритмы Xiaomi. Видимо, здесь как раз и пригодились те самые 3500 инженеров, которые работали над этой машиной. И еще, что касается технологий, внутри этой машины топовое железо от NVIDIA, то есть инженеры NVIDIA тоже работали над этой машиной. Теперь, что касается стоимости, доступности и вот это вот все. Собирать эту машину, причем говорят, что рекордные темпы у них, там они быстро торопятся. С чем-то, видимо, это связано. Надо тоже на первый экземпляр, наверное, стоит обратить внимание. Собирать машину будут под Пекином. Пока ждали одобрения на выпуск серийной этой машины, они успели построить новый завод, который может выпускать до 200 тысяч автомобилей в год. И машина эта будет выпускаться на заводе Bytes. Есть у нас небольшие проблемы с произношением китайских брендов. Вот это название. Многие эксперты, кстати, говорят об интересном, что эта машина выходит в самый такой разгар появления многих новых моделей китайских автомобилей, конкурентных моделей. И как будет выглядеть ценовая политика? То есть сколько эта машина, допустим, будет стоить через полгода, какие будут отзывы, какие у нее будут конкуренты, а сейчас появляются машины китайские очень быстро. Вот за этим всем очень интересно понаблюдать, и поэтому, возможно, не стоит торопиться с покупкой первых экземпляров, то есть если у вас там только не чешется, да, немножко подождать, возможно, эта машина может сильно подешеветь или наоборот подорожать. Что касается цены, точных данных до сих пор нет. Разброс цен, как пишут в китайском интернете, от 250 тысяч до 370 тысяч юаней. То есть, видимо, типа от базовой версии до топовой. Ну, в России традиционно будет в 2 раза дороже. Ребятки, ждем ваш комментарий. Первый автомобиль Xiaomi. Первый серийный и, безусловно, интересный автомобиль, собственный автомобиль от смартфонной компании. Все-таки они его сделали. А мониторов сзади нет, хотя писали, что будут. Ждем ваш комментарий. Выставка МВЦ. Увидимся. Пока.